Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня предлагаю вам мастер-класс вот таких босоножек, очень красивые, шикарные, вяжутся очень просто. Друзья, все видео и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. Я делюсь с вами своим опытом. Я хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную, эксклюзивную обувь. Такой не будет ни у кого. Если вы сейчас смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал. Просто нажмите на кнопочку подписаться и колокольчик. Вы никогда ничего не пропустите и всегда будете первыми получать уведомления о всех новых видео на моем канале. Ну а мы с вами начинаем. Подошву я подобрала вот такую. Она очень хорошо подходит под босоножки. Перед у нее слегка вот так можно прогнуть, но а каблук вообще не гнется, поэтому будет очень хорошо носиться. Пряжа Melissa Cool. Очень красивый цвет, мне очень понравилось. Это 100% акрил на 80 грамм, 220 метров. И крючок буду использовать 2,25. Сначала готовим подошву. По всей окружности я пробила отверстие, шилом просто проколола на расстоянии полсантиметра друг от друга, и в каждое отверстие провязала по 2 столбика без накида. Начала с пятки и на пятке закончила. Вот, и теперь основной нитью буду вязать первый установочный ряд. Начинаю также с пятки. И в каждую петлю ряда обвязки буду провязывать 1 столбик без накида. Также по всей окружности подошвы в каждую петельку столбик без накида от начала до конца ряда. Вы часто спрашиваете, где я беру подошвы, поэтому сейчас в углу вы увидите ссылочку, перейдя по которой вы можете посмотреть видео. Я рассказываю, где и что я покупаю. Я сделала обвязку белой нитью. Это может быть нить того же самого цвета, как у вас изделие. Той же самой нитью можно обвязывать и подошву. Но я вот хочу так. Белая, а теперь основная. И провязываем весь ряд столбики без накида. В конце ряда провязываем последний столбик без накида и затем соединительный столбик. И на этом мы ряд этот закончим. И нить мы обрежем. Конец нити пока оставим, потому что потом мы его спрячем между подошвой и стелькой. Теперь стелька. Стелька у меня вот такая, она довольно толстая. Я не буду ничего подкладывать между подошвой и стелькой, потому что на подошве никаких ребер нет. Стелька ляжет мягко на нее, хорошо. И обвязываю тоже с задней, с пяточки. Пробила вот отверстие по всей окружности также. Можно пробить шилом, можно дыроколом, то есть как удобно. И в каждое отверстие тоже по 2 столбика без накида от начала до конца ряда. Стельку я использую здесь бактерицидную, фирма Оливия. Это стельки Комфорт называются. Они просто обрезаются по размеру. И получается вот такая необходимая нам. Я покупаю самый большой размер стельки, 42, 43, и потом под любой размер она подходит. Вы можете использовать любую другую стельку, вы можете сами ее изготовить, можно кожаную положить, в общем такую, которая вас устраивает.
Вот так провязываем до конца ряда по 2 столбика без накида. И дальше теперь мы будем соединять стельку с подошвой. Вот сейчас нить не обрезаем, оставляем, на эту же нить сразу будем связывать стельку с подошвой. Теперь надо просто закрепить ее, чтобы она не сдвигалась, чтобы удобнее было ее прикреплять. И пару маркеров, можно больше, как вам хочется, поставить впереди и сбоку где-нибудь и закрепить ее, чтобы она не двигалась. Вот так стелька будет держаться. И теперь начинаем столбиками без накида связывать подошву со стелькой. Берем петлю с подошвы, петлю на стельке и провязываем столбик без накида. И снова берем петлю с подошвы, петлю на стельке и провязываем столбик без накида. Проделываем таким образом ряд от начала до конца. И в конце нить обрежем. Соединительный столбик и обрезаем нить. Теперь приступаем к переду. Значит, здесь нам важно сделать первый ряд такой по длине, как у нас вот объем пальчиков, высота. Поэтому хорошо было бы, если бы вы смогли замерить, как чтобы пальчики плотно, чтобы был объем пальчиков замерен. И вот на эту длину мы делаем цепочку из воздушных петель. Вот примерно вот отсюда я начинаю и провязываю цепочку из воздушных петель необходимой мне длины. Цепочку делаете прямо по размеру. Она потом, когда мы ее привяжем, начнем вязать, она чуть-чуть поддастся, это будет нормально. То есть вот по размеру. И затем доходим до конца ряда. Делаем соединительным столбиком, привязываемся к другой стороне. Провязываем затем еще один соединительный столбик и будем разворачиваться на изнаночную сторону. Изнаночный ряд начинаем со второй петли от крючка и провязываем все, в каждую петельку провязываем столбик без накида, весь изнаночный ряд. Здесь можно вязать такое же количество петель вокруг этой цепочки, но я вам скажу, что это не так красиво будет, все-таки в сами петельки воздушной цепочки будет красивее смотреться, чем вокруг. Я вот провязываю в каждую петельку. Конечно, это не так удобно и быстро, как хотелось бы, да, но вот это единственный ряд такой. Все-таки лучше сделать такую кропотливую работу, в каждую петельку провязать столбик без накида, чем потом, в общем-то, испортить первый ряд изделия. Это прямо носок изделия, его будет хорошо видно, поэтому лучше, чтобы он был красивым. В конце ряда также боковой части привязываемся соединительным столбиком, затем провязываем еще один соединительный столбик
и разворачиваемся на лицевую сторону. Лицевой ряд продолжаем также столбиками без накида. Вот тут этот конец нити у меня остался, я его сейчас ввяжу, чтобы он здесь не болтался и чтобы его не обрезать. Я его спрячу в ряд. Вяжем весь ряд столбики без накида точно так же. Провязываем таким образом еще 2 ряда туда-обратно, поворотные ряды. В конце каждого ряда 2 соединительных столбика. Последний ряд провязываем лицевой и затем переходим на изнаночный ряд. Изнаночный ряд — это 5-й ряд у нас получается. Мы начинаем с воздушной петли, затем делаем накид, пропускаем одну петлю и во вторую вяжем столбик с одним накидом. Вот таким образом. Затем воздушная петля, через одну петлю во вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. И так до конца ряда. Воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Получаются у нас вот такие арочки. Вяжем весь ряд до конца. В конце ряда провязываем воздушную петлю, затем одну петлю пропускаем и во вторую соединительный столбик. Затем еще один соединительный столбик, разворачиваемся на лицевой ряд. Один соединительный столбик и еще один соединительный столбик. И теперь вяжем лицевой ряд. Под каждую воздушную петлю столбик без накида, над столбиком с одним накидом столбик без накида. То есть весь ряд столбиками без накида, над столбиками столбик и под воздушную петлю тоже столбик. Вот таким образом, как я показываю. В конце ряда 2 соединительных столбика, разворачиваемся на изнаночный ряд и продолжаем вязать несколько рядов вот этими столбиками без накида.
Я провяжу еще 3 ряда. Вообще здесь вот как вам нравится. Вы можете провязать по 3 ряда, вязать по 4, как вам нравится. Можете сделать, я буду делать вот таких рядов с арочками 2. Я так думаю, а вы можете сделать 3 таких ряда. То есть это как нравится. Вот эту модель я придумала сама, можно ее как угодно переделывать под себя, под свое желание. Ну, я вот провяжу еще несколько рядов. Будет у меня 4 ряда, 4 ряда. Потом снова ряд столбиков с одним накидом, с арочками. И закончу еще несколькими рядами. 3 или 4 ряда провяжу. В конце ряда не забываем делать соединительные столбики. Если у нас обычные столбики без накида, 2 соединительных столбика в конце ряда. Если у нас столбики с одним накидом, то там еще пропускаем петлю и делаем 2 соединительных столбика. Вот такой перед я провязала, 4 ряда, потом ряд с арочками, столбики с одним накидом, снова 4 ряда, ряд с арочками, столбики с одним накидом, и последний у меня 3 ряда. Все, вот здесь я заканчиваю, и теперь я буду вот к этому переду присоединять вот такой вот мотив. Я думаю, что это будет красиво, вообще оригинально, это будет неповторимо. Таких босоножек вы точно ни у кого не увидите. И сейчас я вам покажу отдельно, как вот этот мотив. Он вот так должен будет в итоге выглядеть у меня. Вот эта передняя часть уже готова, босоножки. И сейчас я вам покажу, как вяжется сам мотив. Набираю для мотива 19 воздушных петель. Набираем цепочку 19 воздушных петель. Теперь делаем накид, отсчитываем 3 петли от крючка, в третью петлю провязываем столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом в эту же самую петлю. Теперь 2 воздушные петли и в эту же самую петлю еще 3 столбика с одним накидом. Уточняю, в одну петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом, мы в третью петлю, поэтому цепочка у нас будет третьим. Получается 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом из одной петли. Теперь набираем 10 воздушных петель. С другой стороны цепочки отсчитываем 3 петли и в третью петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли, еще 2 столбика с одним накидом,
И в последнюю петлю цепочки соединительный столбик. Две воздушные петли подъема, разворачиваемся наизнанку и вяжем вот в эту арочку между 3 и 3 у нас столбика, да, с одним накидом, между ними вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Вяжем под 2 воздушные петли, которые у нас между столбиками. Провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Снова вяжем 10 воздушных петель цепочку. И с другой стороны под 2 воздушные петли точно так же вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли подъема, разворачиваемся, следующий ряд точно также начинаем. Под 2 воздушные петли вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. И с той и с другой стороны будет у нас 6 столбиков с одним накидом, по 3, между ними 2 воздушные петли. Теперь вот у нас есть 3 цепочки. Четвертую цепочку вяжем 4 воздушные петли. Теперь в самую нижнюю цепочку, в 5-ю петлю посередине вставляем крючок, вытягиваем нить и оставляем ее на крючке. Затем накид снова в эту 5-ю петлю. Протягиваем нить, оставляем ее на крючке. Накид, снова вытягиваем нить, протягиваем ее и оставляем на крючке. Вот теперь все эти нити, которые на крючке, вместе сквозь них протягиваем нить. И затем с другой стороны вводим крючок и провязываем соединительным столбиком. Вот таким образом. Если непонятно, вы можете на медленную скорость включить и посмотреть, как это делается. Теперь разворачиваемся и в каждую петельку провязываем 5 столбиков без накида. 4 столбика в эти петли воздушной петли и 5-ю в угол, вот в первый, тут вот у нас где столбик с одним накидом, 5-ю туда петелечку. Вот сюда последний столбик без накида, затем разворачиваемся, делаем воздушную петлю подъема и назад вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик вот сюда в первую петелечку прямо, из которой у нас воздушная петля подъема. Вяжем 5 столбиков без накида.
Затем делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и вяжем снова 5 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, еще ряд столбиков без накида. Теперь делаем накид, и вот под эти 2 воздушные петли в конце ряда провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли, разворачиваемся, снова под 2 воздушные петли 3 столбика, 2 воздушных петли и 3 столбика с одним накидом. Дальше 10 воздушных петель цепочка, и с той стороны точно так же 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Провязываем это 3 раза, такие ряды, чтобы у нас было снова 3 цепочки из воздушных петель, вот эти по 10 петель, которые... Друзья, пока мы здесь вяжем, я прошу вас, обязательно напишите пару слов в комментариях. Я буду вам благодарна за ваши отзывы. Ваше мнение очень важно для меня. Я буду рада вашим вопросам. Я стараюсь максимально быстро на них отвечать. А ваши лайки и комментарии очень воодушевляют меня и помогают моему каналу в развитии. На моем канале вы найдете десятки бесплатных мастер-классов с моделями на любой вкус. Переходите в раздел «Плейлисты», выбирайте все, что душа ваша пожелает, и я буду продолжать делиться с вами новинками и своими секретами. Продолжаем вязать еще 2 ряда, чтобы у нас получилось всего 3 цепочки из 10 воздушных петель. Теперь, когда у нас 3 цепочки готовы уже, мы начало ряда вяжем точно так же. Под 2 воздушные петли 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Теперь вяжем 4 воздушных петли и вставляем крючок вот сюда в угол вот этого у нас квадрата вывязанного и вытягиваем нить, оставляем на крючке, делаем накид, вытягиваем нить, накид, вытягиваем нить, и потом точно так же, как мы делали в прошлый раз, протягиваем нить через эти петли и в следующую петлю соединительный столбик.
Вот такой мотив мы повторяем. Теперь у нас развороты, вывязываем квадрат туда-обратно по 5 столбиков без накида. И затем снова вот так 3 цепочки из воздушных 10 петель. И снова мы можем любой длины сделать такой мотив. Ну а дальше, я думаю, вы уже сами разберетесь. Повторяем просто этот мотив необходимое количество раз. У меня будет 2 вот таких квадрата. И с обоих сторон еще по захваченным будут по 3 вот этих цепочки будут связаны вместе. Ну теперь присоединяем мотив. Размечайте для себя, где вы будете его присоединять, чтобы он по центру встал. И присоединяем вот на вот эти вот петелечки мотива соединительными столбиками. Я сейчас показываю, как я это делаю. Я думаю, что вы спокойно справитесь. Можно просто пришить, конечно, такой же нитью. Можно просто на иглу и пришить. Ну, я думаю, что привязать это несложно. Соединительными столбиками.
Все концы нити, которые у нас остаются, мы потом тщательно запрячем в вязание, чтобы ничего нигде не торчало, не видно было. Вот мотив мы присоединили, а теперь мы будем боковые делать такие вот ремешки, которые будут держать нашу ножку по бокам. И можно сделать их 3, 4, вот так, как вы захотите. Я буду делать 2, как я вам показывала на босоножке. Мне кажется, этого будет достаточно, и так будет смотреться нежно. Сейчас я покажу вам один ремешок, как вывязывается. Все очень просто. Я думаю, вы очень легко с этим справитесь. Это обычная цепочка из воздушных петель. Опять же замеряем объем подъема вот здесь, расстояние по высоте подъема, и высчитываем, сколько у нас центральная часть, и за минусом центральной мы будем знать, какой высоты нам нужны вот эти цепочки из воздушных петель. И потом на них уже навязываем обычными столбиками без накида, вывязываем полоски, которые будут держать эти наши боковые части. Вот сюда у меня будет крепиться первая полоска, и вот я начинаю отсюда снизу вывязывать цепочку из воздушных петель, которую соединю с центральной частью. Вот здесь мне нужна цепочка из 10 петель. Так, набрала лишнюю 11 петлю, 10 петель мне будет достаточно по моим расчетам. И привязываю я ее соединительным столбиком к центральной части. И затем уже по центральной части провяжу еще один соединительный столбик и разворачиваю вязание. Дальше в каждую петельку столбик без накида по каждой петле воздушной вот этой цепочки. Дохожу до низа. К боковой части присоединяюсь соединительным столбиком, затем провязываю еще один соединительный столбик, разворачиваю вязание, вяжу обратно столбиками без накида.
Присоединюсь к центральной части, провяжу 2 соединительных столбика, развернусь и опущусь снова сюда вниз столбиками без накида, и присоединяться буду соединительными столбиками. Теперь вниз, последний ряд. У меня получилось всего 4 ряда туда-обратно. И вяжу до низа столбики без накида. 4-й ряд. Теперь присоединяемся соединительными столбиками и продолжаем двигаться по боковой части соединительными столбиками до того расстояния, откуда у нас начнется вторая полоса, которую мы будем вязать уже для того, чтобы держать перед наверху подъема. Может быть, у вас 3 будет полосы, но вот у меня будет 2, поэтому я продвинусь вперед и затем буду вязать вторую полосу. Точно так же делаем с другой стороны босоножки. Думаю, что это будет несложно, просто смотрите, чтобы они параллельно были, не косили, и поэтому провяжите с этой стороны 2 полосы и затем с другой стороны тоже параллельно вот так же присоединяем 2 полосы. Вот, и в результате у нас должно получиться вот так, по 2 полосы с обоих сторон. И дальше мы уже будем переходить к вывязыванию пяточки. Пятку вяжем вот отсюда, вот где каблучок, чуть-чуть не доходя до конца каблучка, вот отсюда присоединяем нить и вяжем столбики без накида до той стороны пятки. Просто столбики без накида. Здесь у нас также абсолютно ничего сложного не будет. Я покажу просто, как делать скосы по бокам, а рисунок будет у нас тот же самый, что мы вязали впереди. То есть у нас будет 4 ряда, несколько рядов вяжем, можно 4, можно даже 5 первых рядов провязать в высоту столбиками без накида поворотными рядами. Потом делаем 1 ряд со столбиками с одним накидом и воздушными петлями, затем снова 4 ряда столбики без накида, снова делаем
ряд со столбиками с одним накидом, воздушными петлями, и вверх опять столбики без накида. То есть здесь вы уже как захотите, количество столбиков тоже можете регулировать, но рисунок будет точно такой же, как у нас был впереди. Здесь в конце ряда воздушная петля подъема, разворачиваемся и уже начинаем вязать ряд не вот с этой петли, с первой, а со второй. И вяжем в обратном порядке столбики без накида. Здесь в конце ряда то же самое. Последняя петля, столбик без накида, воздушная петля подъема, и начинаем ряд снова со второй петли. Первую пропускаем и со второй петли начинаем ряд. Вот таким образом у нас будет получаться скос. Провязываем так всего 5 рядов туда-обратно, и каждый ряд начинаем со второй петли, и затем будем вязать уже ряд столбиками с одним накидом. Здесь 2 воздушные петли подъема, и в следующую вторую петлю сразу же еще один столбик с одним накидом. А дальше воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Весь ряд вяжем таким образом. Двигаемся так дальше и вывязываем на пятки вот точно такой рисунок, как у нас впереди. Только делаем скосы по бокам. В конце этих рядов со столбиками с одним накидом заканчиваем ряд столбиком с одним накидом и еще один в последнюю петлю, тоже столбик с одним накидом. Потом делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и дальше уже вяжем столбики без накида в обратном порядке. Но начинаем ряд, как всегда, не с первой, а со второй петли. Вот когда мы пятку провязали, мы закончили вот здесь в углу, и теперь мы эту петлю переставляем на маркер и нить опускаем вниз и начнем делать обвязку. Обвязку пятки очень просто делаем столбиками без накида от начала до конца ряда на той стороне пятки. Провязываем столбики без накида в каждую петлю каждого ряда пятки. Дойдем сейчас до петли, которая у нас на маркере, и потом мы в углу снимем эту петлю на крючок и провяжем ее вместе с последней петлей. Я сейчас покажу. Смотрите, потом в эту же угловую петлю провяжем еще один столбик без накида, чтобы у нас не было вот тут, не затягивался угол, чтобы он ровненько стоял. Поэтому внимательно провяжите до маркера. Затем петлю с маркера провязываем столбиком без накида вместе с последней петлей, и в эту же петлю провязываем еще один столбик без накида.
Вот доходим мы до маркера, провязываем последнюю петлю не до конца, и затем сюда же забираем петлю с маркера и провяжем ее вместе с последней петлей. Провязали столбик без накида, и затем в эту же самую петлю еще один столбик без накида, и уже вяжем по верху пятки дальше. Точно так же провяжем во втором углу и до конца доходим на той стороне. Здесь нить обрезаем, концы нити потом все попрячем. И теперь у нас в принципе уже изделие готово почти. Нам осталось привязать верхний ремешок. Вот сюда наберу 4 петли и поворотными рядами, столбиками без накида провяжу ремешок необходимой длины. С той стороны прикреплю застежку. Ремешок я провязала, и вот здесь я его закрепила вот такими цепочками из воздушных петель, чтобы он держался впереди. И все, наше изделие готово. Мне кажется, что получилось даже очень симпатично. И цвет красивый, и вообще моделька очень красивая. Ну, любой женщине будет не стыдно одеть такие босоножки, а главное, что ни у кого вы не найдете точно таких же. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Это поможет мне в продвижении этого видео, чтобы оно попало в рекомендованные и было в тренде на YouTube. Для меня очень важно, чтобы вы поделились этим видео в своих социальных сетях, в группах, пабликах, мессенджерах со своими знакомыми, для того, чтобы максимально распространить это видео. Нажмите под видео на кнопочку «Поделиться». Прямо сейчас сделайте это, и это поможет охватить как можно больше людей и продвинет мой канал. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Я всегда искренне рада общению с вами, постараюсь быть максимально полезной. Давайте учиться вязать вместе и дарить близким тепло наших рук. Всего вам доброго, до новых встреч!